Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Последние новости из Армении. Около 30 тысяч детей, живущих в Карабахе, заслуживают того, чтобы жить в мире и не столкнуться с новой войной. Это заявил Рубен Варданян. Вот он на фотографии. Честно сказать, для меня была новость, что на территории Карабаха живет 30 тысяч детей. Откуда там взялись эти 30 тысяч детей, когда они успели нарожать? За 2 года, что ли, после войны, как война кончилась, мне непонятно. Сейчас ознакомлюсь, что здесь пишут. Государственный министр Республики Карабах Рубен Варданян направил послание по случаю 31-летия со дня всенародного референдума о независимости Карабаха. Надо же, у них есть такая дата, 31 лет, независимость Карабаха у них случилась сегодня. 31 год назад в этот день в Карабахе прошел референдум о независимости. Проголосовало почти 109 тысяч человек. Так, на протяжении 3 десятилетий народ Карабаха продолжает борьбу и требует, чтобы международное сообщество, так бы Азербайджан уважали, признавали право на самостоятельную жизнь. Чтобы сломить волю граждан Карабаха к свободной жизни, Азербайджан развязал широкомасштабные войны, причинив невосполнимые потери и боль. Но несмотря на это, армяне Карабаха продолжают упорно бороться за право жить свободно и независимо на их родине. В общем, как государственный министр, он пишет: я неоднократно общался с своими соотечественниками, проживающими в Ханкинди и других районах Карабаха. Знаю, сколько неуверенности, горечи и боли в сердцах карабахцев. Но я также видел их настойчивость, неиссякаемое желание жить на своей земле. Варданян считает, что Карабах – это земля армян. Любовь и преданность Карабаху – явление, которое нельзя объяснить словами. Это показатель терпения, непреклонности. Вместе с вами я готов сегодня продолжить этот трудный путь, который мы выбрали 31 год назад. Так, и в общем, сейчас он пишет, что конкретно около 30 тысяч детей, живущих в Карабахе, заслуживает светлого и безопасного будущего. Они заслуживают того, чтобы жить в мире и не столкнуться с новой войной. Они заслуживают того, что расти и жить в свободном, независимом, демократическом Карабахе. Давайте обеспечим это будущее нашей работой, говорится в заявлении Рубена Варданяна. Вот он на фотографии. Так что Азербайджане, наверное, никто не знал. Я сам лично был в шоке. 30 тысяч детей. А если верить, сколько он там заявил, жителей проголосовало 109 тысяч. Они считают, что там в Карабахе где-то около 110 тысяч проживает сейчас. Ну и вот он заявил, что карабахские армяне будут готовиться к войне с Азербайджаном. Они разрабатывают план гражданской обороны. Вот он собрал совещание. Знаете, как раньше в советские времена были гражданская оборона? Все на борьбу, всем выдадим оружие, все будем защищать, как он считает, это его историческая земля в Карабахе, Варданян. Как раз он сделал это заявление сегодня. Гостминистр Карабаха, начальник гражданской обороны Рубен Варданян созвал в пятницу совещание с участием руководителей, должностных лиц, ведомств, кто отвечает за гражданскую оборону. Так, сообщается пресс-служба Карабаха. Было представлен, обсужден план гражданской обороны Карабаха. Предоставлены предложения по этому документу. Была придана важность разработки реалистического документа, соответствующая текущим вызовам. Ну вот все уже, все поняли, что Ильхам Алиев сейчас будет освобождать свои исторические земли, они готовятся к обороне. Видите, уже и военные там сидят вон в форме, и все это руководители, так называемые, Карабаха. Так, Варданян назвал организацию гражданской обороны на должном уровне приоритетной с точки зрения безопасности населения. Видите, он хочет обезопасить карабахских армян, подчеркнув, что это также должно быть одной из главных первоочередных задач деятельности правительства. В общем, вот такие новости
Карабахе. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.